Что произошло после того, как вы приняли решение не возвращаться в Россию? Из города Нью-Йорк я поехал в город Филадельфия. Арендовал себе комнату в одном из самых дешевых районов и днями и ночами напролет занимался подготовкой необходимых документов. Благодаря тому, что владелец пиццерии в штате Нью-Гэмпшир позволил мне на протяжении всего лета работать каждый день сверхурочно, мне удалось накопить несколько тысяч долларов. Это были мои единственные накопления на неопределенный отрезок времени. Потому что мое разрешение на работу по программе Work and Travel закончилось 15 сентября, и работать я больше не мог. До получения документов я ходил только пешком, спал на полу, покупал только самое необходимое в магазинах, все за $1, и питался по минимуму 1 раз в день. Я не знал, сколько месяцев мне придется ждать, и уже готовился к реальной вероятности стать бездомным. Я сразу сознательно решил даже не пытаться обманывать миграционный департамент США, а соблюдать все их законы и процедуры. Мне попросту было необходимо любой ценой остаться за пределами России. Я помню все свои ощущения от посещения миграционного департамента и разговора тет-а-тет с офицером. Я помню, как выглядят помещения и кабинеты. Я помню толпы людей, что пытались остаться в США во что бы то ни стало, и лица этих людей. Я помню и томительное ожидание вердикта по моему делу в здании департамента, и людей, что шли передо мной, и одни за другим получали отказы в документах. Я особенно помню, когда мне подтвердили мое заявление, и как я чуть не потерял сознание от облегчения, что меня не депортируют, и я смогу быть в безопасности с оставшейся $1000 сбережений, что я сохранил на аренду комнаты и еду. Наверное, я буду помнить все это до конца своей жизни. Вам стало лучше после того, как вам разрешили остаться в США? И да, и нет. Я начал отдаленно понимать, какую цену в ущерб своей психологии мне предстоит заплатить как русскому иммигранту в Соединенных Штатах только спустя несколько дней после получения разрешения. Я даже не ожидал, какой внезапный психологический шок меня настигнет. Первые пару месяцев я просто лежал на полу, ел через силу и спал по 15 часов в день. Затем я прошел через потерю ощущения дома. Абсолютное одиночество, без возможности полноценного живого разговора с кем-либо на протяжении 2,5 лет. Начало с самого нуля в ресторане быстрого питания во время массовых увольнений. Неспособность найти нормальную офисную работу после 150 отправленных резюме. Работу доставщиком еды на самостоятельно собранном электровелосипеде в самый смертельный город в Филадельфии. Лицезрение скорой помощи и окровавленного трупа после стрельбы на соседней со мной улице. Случай, когда меня чуть было не застрелили из машины. Работу по 20 часов и ночевку прямо на работе на раскладной кровати. Столкновение на велосипеде с неопознанной умчавшейся машиной прямо в центре. После чего я со сломанными костями и осколками в шее остался жив только по воле случая. Потерю большинства накоплений по медицинским счетам за автокатастрофу. Потерю уверенности в себе и во всех своих достижениях и стремлениях. Постоянное ощущение себя человеком как будто второго сорта в США, с которым никто не хочет полноценного общения, не говоря уже о дружбе и много чего еще. Это
однозначно была самая жесткая депрессия в моей жизни, пришедшаяся на время коронавируса, массовых увольнений и локдаунов. Я боролся с депрессией и тотальным одиночеством 2,5 года, но в моей борьбе мне очень помогала мысль, что будет неправильно получить документы и не использовать эту возможность для благих, мирных целей, как для жителей России, так и для всего мира, так как мне дали возможность остаться и уберегли от преследования в России. Я решил, что мне было необходимо помочь как своим согражданам, так и преследуемым людям по всему миру. Поэтому после возникновения коронавируса и начала изоляции я нашел одну из возможностей реализовать свои благие мирные цели на практике. Я начал заниматься международной, некоммерческой, негосударственной анонимной журналистикой и распространению информации на 2 языках — английском и русском. Перевод, субтитры, обработка озвучки, нарезки. Я занимался всем этим вместе с другой, самой обычной работой. Почему вы решили заниматься этим анонимно? Одним из определяющих факторов было то, что я сразу оставил все возможные попытки перехитрить иммиграционную службу США и решил вести себя с ними честно и по закону. Анонимная деятельность была моей проверкой на эго. Стану ли я вносить свой вклад, который никак не помогает лично мне и не увеличивает мою узнаваемость? Еще моя анонимная деятельность была моим относительно безопасным выходом. Например, если бы мне срочно потребовалось уведомить миграционную службу, покинуть США и вернуться обратно в Россию. Если короче, мне было необходимо, чтобы российское правительство не имело понятия, что я нахожусь в США и занимаюсь некоммерческой, негосударственной, международной деятельностью с упором на материалы о России. У вас был доступ к секретным или засекреченным документам? Нет, я дал себе слово даже не пытаться получать к ним доступ. Более того, я зарекся распространять только проверенные и объективно верифицируемые материалы и не преобразовывать никакие из материалов в угоду как какого-либо политического движения, так и в угоду какого-либо государства. Российское правительство сделало что-то ужасное, я работал над связанными с этим материалами и распространял их. Российское правительство сделало что-то полезное, я также работал над связанными с этим материалами и распространял их. Людям необходим доступ к открытой и максимально объективной информации. Сразу предвосхищая ваш возможный вопрос, нет, никто из государств или заинтересованных лиц не выходил со мной на связь. Так же, как и я на них. Конечно, у кого-то в жизни происходит и так, но я никогда не хотел подобного для себя. Конечно, тогда вы можете спросить, а как ты вообще тогда начал этим всем заниматься? И мне придется ответить вопросом на вопрос. А как люди начинают писать свои первые журналистские статьи? Или, например, обновлять статьи в той же самой Википедии? Они просто берут и делают, начинают с самого нуля, без каких-либо связей, не стремясь к материальной выгоде, а бескорыстно работая на благо своей страны, на благо всех людей на Земле, а потом тем или иным образом выходят на своих единомышленников, с которыми они начинают работать вместе и становятся лучше в своем деле.
Я скажу вам даже больше. Любой человек может заниматься тем, чем занимался я все эти 2,5 года. Включая вас. И вся эта анонимная, некоммерческая, негосударственная деятельность — это отличная проверка своего эго и своей системы ценностей. Благодаря этому вы сможете понять намного лучше как себя, так и людей, которые вас окружают, и станете реалистичнее смотреть на мир, в котором вы живете. Вы получали деньги за свою деятельность? Нет, я никогда не брал никаких денег за свою работу. Моими ключевыми принципами в моей международной некоммерческой деятельности все эти 2,5 года были нейтральность и максимальная независимость. И никакие из этих принципов за все это время я не нарушил. Вы можете кратко рассказать о вашей работе? Я работал в команде таких же анонимных некоммерческих журналистов, как и я. В целях безопасности мы доподлинно не знали как настоящие имена друг друга, так и, естественно, адреса проживания друг друга. Все из нас занимались этим удаленно, и все из нас жили в разных странах. Через свободные мессенджеры шифрования мы общались, а файлами обменивались с помощью других свободных программ, тоже с шифрованием. Какие события вы осветили за это время? На самом деле, за те 2,5 года этих событий было такое огромное количество, что для них нужно отдельное интервью, но я могу перечислить наиболее локальные и заметные в информационном поле. Это были принудительные коронавирусные ограничения и изоляция в России, московские протесты и их подавление, протесты в Беларуси и их подавление, отравление Алексея Навального, протесты в Казахстане, да и много других событий с 2020 по 2022 год. Само собой, было и вторжение России в Украину. Но я хочу повторить следующее. Все эти 2,5 года я занимался деятельностью исключительно анонимной, некоммерческой, нейтральной и максимально независимой от какого-либо политического движения или государства, поэтому мной в том числе освещались и события как на Западе, так и в Европе, включая другие страны. Я не занимался исключительно постсоветскими странами, но упор у меня был именно на России, потому что я, во-первых, родился в России и понимаю сограждан на культурном уровне, а во-вторых, я по сей день очень много изучаю и анализирую историю России, потому что мне все это важно. Как эти все события, так и другие, все они освещались мной практически каждый день на английском и русском языках. Вы публиковали свои работы на каком-то сайте или в какой-то социальной сети? Мы использовали как разные социальные сети, так и Википедию на разных языках для продвижения работ и для обновления статей в энциклопедии. Мы использовали для публикаций десятки аккаунтов вымышленных людей с различными психологическими портретами, чтобы нас было крайне трудно вычислить, даже при большом желании. Помимо этого, как наши общие, так и мои лично журналистские материалы, переводы, субтитры, озвучку и нарезки использовали и распространяли очень-очень многие. Даже те СМИ, что на слуху у многих людей как в России, так и по всему миру. Причем я практически уверен, что вы их тоже знаете. И даже читаете материалы этих СМИ каждый день. На вас отразилась эта деятельность как-то психологически?
Да, я почти каждый день занимался этим по несколько часов до и после своей обычной работы. И чем больше я имел дело с оригиналами фотографий, видео и документов, тем больше это влияло на мое психологическое состояние. Я могу сказать, что мне очень помогало двигаться дальше мое сильнейшее желание помочь своим согражданам и людям со всего мира. Лично я никогда не отделял себя от своих сограждан в России. И даже если мои позиции и взгляды на происходящее со многими из них не совпадают, но мы различаемся мирно. Я убежден в том, что я все еще могу изменить ситуацию к лучшему, потому что я понимаю их мышление на культурном уровне. Когда вы прекратили заниматься своей деятельностью? Изначально я принял решение закончить свою анонимную деятельность в середине февраля 2022 года. Я приехал в город Нью-Йорк на неделю, потому что мне хотелось как наконец-то поработать над своим видеопроектом, так и наконец полноценно заняться своей жизнью. В Нью-Йорке я провел это время в одиночку, но зато очень интересно и как-то психологически по-новому. 21 февраля я вернулся в Филадельфию, а через день, перед сном, я узнал, что Россия вторглась в Украину. В тот день я уже заснуть не мог, как и, в принципе, нормально спать несколько месяцев. И я такой был далеко-далеко не один, включая людей из своего окружения. Но само вынужденное решение возобновить анонимную деятельность я принял еще 24 февраля.